Закройте глаза и представьте себе, что вы парите в темной бескрайности космоса. Ничто не может сравниться с этим захватывающим ощущением свободы и величия, когда вы взлетаете в этот непроглядный океан звезд и тьмы. Бесконечное пространство, простирающееся во все стороны, словно невидимая вода, которая охватывает вас и проникает в каждую клетку вашего существа. Взгляните вокруг, миллионы сверкающих звезд, каждая из которых — солнце для своих собственных миров. Эти миры, возможно, таинственные и загадочные, как и наша Земля, или совершенно не похожие на что-либо, что вы когда-либо видели. На краю вашего воображения мчится Млечная Дорога, гигантская спираль из звезд и туманностей, таинственное место, где рождаются и умирают звезды. В этом космическом калейдоскопе можно увидеть не только звезды, но и черные дыры, нейтронные звезды и галактики, сражающиеся за место в этом мрачном балете. Космос — это арена для космических приключений и исследований. Здесь, на борту космических кораблей, смельчаки отправляются в путешествие в неведомое, исследуя планеты, астероиды и кометы, ища следы жизни и понимая происхождение нашей планеты и Вселенной. И в то же время космос — это наше будущее. Здесь, в этой бескрайней пустоте, кроется надежда на новые миры и бесконечные возможности для человечества. Мы можем освоить космос, создать колонии на других планетах и, возможно, даже встретить другие разумные цивилизации. Завораживающий и захватывающий космос олицетворяет наши самые глубокие желания и стремления. Он открывает перед нами двери к неизведанным мирам и дарит нам вечное чувство удивления и восторга. В этой бескрайней тьме мироздания скрыты ответы на вопросы о природе жизни, времени и нашем месте во Вселенной. Уходите в этот мир с открытым умом и готовностью исследовать, и вы обретете нечто, что изменит ваше представление о реальности. Итак, мы парим в этой невероятной бескрайности космоса, созерцая его чудеса и загадки, погружаясь в еще более захватывающие приключения. Ваше воображение не знает границ, и вы начинаете разгадывать секреты, скрытые в этой мистической вселенной. Под вашими ногами вдруг появляются космические облака, излучающие огоньки, и вы начинаете скользить сквозь них, словно волшебный ковер. Это место, где зарождаются новые звезды, их свет пронизывает вас и наполняет вас бескрайней энергией и жизнью. Среди этой космической сказки можно заметить огромные газовые гиганты, планеты-гиганты, где атмосфера настолько густая и разнообразна, что можно представить себе чудовищные бури, странные существа, адаптированные к жизни в таких условиях. Тем временем Млечная Дорога, это сверкающее и вращающееся калейдоскопическое шоу, начинает развиваться перед вами. Вы вдруг понимаете, что вы не одни в этой бескрайней тьме. Млечная Дорога — это дом для бесконечного множества звезд и галактик, и каждая из них переплетена своей собственной историей и судьбой. Следуя за созвездиями и магическими сияниями, вы начинаете путешествие внутри черных дыр, где время останавливается и пространство сжимается до бесконечностей. Здесь возможностей нет предела, и вы начинаете понимать, что космос — это не только далекие горизонты, но и врата в новые измерения и понимание всего сущего. Космос вдохновляет вас на исследование и поиск ответов на вопросы, которые бросают вызов вашему разуму. Это место, где наука и фантазия становятся одним целым, где границы реальности растворяются, и где вы можете обнаружить нечто такое, что изменит ваш взгляд на жизнь, Вселенную и вашу собственную роль во всем этом великолепии. Не открывайте глаз, оставайтесь в этом бескрайнем космическом мире, и ваши приключения только начинаются. В этом космическом приключении вы начинаете путешествие к далеким планетам и мирам, которые еще никто не исследовал. Вы пролетаете мимо красных планет, мечтая о... Смело отправляясь в дальние космические путешествия, вы обнаруживаете астероиды и кометы, оставшиеся свидетелями давних дней формирования Солнечной системы. Эти тела, блуждающие вечно по бескрайнему космосу, могут принести не только угрозу, но и ответы на вопросы о происхождении нашей планеты и о жизни на других мирах. Среди бескрайних галактик вы внезапно ощущаете себя маленьким атомом во Вселенной. Это величие и бескрайняя красота Вселенной заставляют вас задуматься о своей собственной роли в этой бескрайней тайне. Как человечество, мы всегда стремились к звездам, и космос напоминает нам о нашей несокрушимой решимости познать, исследовать и понять. И, наконец, вы встречаете что-то, что вы не ожидали увидеть в этой бескрайней тьме. Среди множества звездных систем вы начинаете замечать странные сигналы и загадочные объекты.
которые не подчиняются законам физики, какие мы знаем. Может быть, это первые признаки контакта с другой разумной цивилизацией, или просто загадочные феномены, которые заставляют задуматься о глубоких загадках космоса. Космос — это не только исследование и открытие, но и вечный источник вдохновения. В этой бескрайней Вселенной, населенной тайнами и чудесами, мы находим себя и свою миссию в этой Вселенной. Не спешите открывать глаза, продолжайте свое невероятное путешествие и обнаруживайте бескрайние возможности и загадки, которые ждут вас в этом великолепном космическом мире. Поселениях на Марсе и исследованиях далеких лун Юпитера и Сатурна. Там, в мраке глубоких космических океанов и на поверхности обсидиановых гор, может скрываться жизнь, неизведанная и загадочная. Огромное количество водорода. Состав Солнца в основном состоит из водорода, около 74% своей массы. Процесс, при котором водородные атомы объединяются в гелиевые, называется термоядерной реакцией, и именно он обеспечивает Солнце своей энергией. Огненное ядро, солнечное ядро, где происходит термоядерный процесс, имеет температуру около 15 миллионов градусов Цельсия. Это куда горячее, чем на поверхности Солнца, где температура составляет около 5,5 тысяч градусов Цельсия. Вселенная звезд. Оценивается, что в нашей Вселенной существует более 100 миллиардов галактик, и в каждой из них содержатся миллиарды и миллиарды звезд, похожих на Солнце. Солнечные пятна. На поверхности Солнца можно наблюдать темные области, называемые солнечными пятнами. Они возникают из-за магнитных активностей и изменяются в размерах со временем. Солнечные пятна могут влиять на радиосвязь и климат на Земле. Солнечные вспышки. Солнце время от времени излучает интенсивные выбросы энергии, называемые солнечными вспышками. Эти вспышки могут создавать радиоинтерференции и вызывать яркие сияния на небе, известные как северное сияние. Солнечные ветры. Солнце постоянно излучает потоки заряженных частиц, называемых солнечными ветрами, которые могут воздействовать на магнитное поле Земли и создавать аурору. Свет Солнца. Свет от Солнца доходит до Земли за около 8 минут и 20 секунд, что означает, что мы видим Солнце таким, каким оно было почти 9 минут назад. Будущее Солнца. Солнце — это звезда среднего возраста, и оно находится в половине своего жизненного цикла. Через приблизительно 5 миллиардов лет оно пройдет через стадию красного гиганта, а затем превратится в белый карлик. Солнце — это источник жизни и загадок в нашей Вселенной, и его изучение продолжает вдохновлять ученых и астрономов по всему миру. Самая большая звезда в нашей галактике, Солнце, это типичная желтая карликовая звезда, и оно является самой большой звездой в нашей галактике, Млечном Пути. Оно составляет около 99,86% массы всей Солнечной системы. Скорость вращения. Земля вращается со скоростью примерно 1670 км в час на экваторе. Это вращение создает эффект дня и ночи. Голубая планета. Земля часто называют голубой планетой из-за ее характерного цвета, который обусловлен рассеиванием солнечного света атмосферой и отражением от водной поверхности. Самая высокая и низкая точки. Самая высокая точка на Земле — это гора Эверест, который находится в Гималаях и достигает высоты 8,848 тысячных метров над уровнем моря. Самая низкая точка — это глубокая ямка в Марианской впадине на дне Тихого океана, с глубиной около 10,928 тысячных метров. Атмосфера. Земля обладает атмосферой, состоящей преимущественно из азота и кислорода. Эта атмосфера обеспечивает жизненную среду для разнообразных организмов и защищает от вредных космических лучей. Самый высокий горный хребет, самый длинный горный хребет на Земле — это Анды, простирающиеся на 7,242 тысячных километра через Южную Америку. Сезоны. Смена сезонов на Земле обусловлена наклоном ее оси вращения. Это приводит к изменению угла падения солнечных лучей и, следовательно, к разным временам года. Биологическое разнообразие. Земля обитает огромное количество разнообразных видов живых организмов. Ее экосистемы разнообразны, и каждый уголок планеты способствует развитию уникальных форм жизни. Тектонические плиты. Земля имеет живой корку,
разделенную на несколько тектонических плит, которые двигаются и взаимодействуют друг с другом. Это приводит к землетрясениям, вулканической активности и созданию горных хребтов. Синдром космического взгляда. Астронавты, побывавшие в космосе, иногда испытывают эффект синдрома космического взгляда, при котором они видят Землю как удивительно красивую и хрупкую планету, способствующую пониманию важности ее защиты и сохранения. Земля — это удивительная планета с богатой историей и разнообразием жизни. Ее уникальные характеристики и атмосфера делают ее исключительно важной для человечества и всей природы. Планета с водой, Земля — единственная известная планета в Солнечной системе, на которой существует жидкая вода в изобилии. Вода — ключевой ингредиент для жизни, и она покрывает около 71% поверхности Земли.